Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Что ты его все щупаешь, не веришь, что настоящий? Девятое место. Бабочки в животе летают от их действий и прикосновений друг к другу. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Компания пыталась разжечь ненависть к Тэхёну, но Чонгук развеял всю ненависть своим признанием». Чонгук лично пригласил Тэхёна на шоу. Чонгук против компании, которая не защищает Тэхёна. Мое мнение и бонус. Особый фетиш Чонгука. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Это так мило. Фотография Тэхёна с тетей и дядей Чонгука, выставленная в их ресторане рядом с фотографией Чонгука с ними и его двоюродными братьями. По-семейному уютно. Учился у лучшего. Седьмое место. Еще такие малыши, но только посмотрите, сколько нежности в этих прикосновениях. Шестое место. Поведение пары. Кажется, Чонгук влюбился заново. Их глаза полны любви и обожания, когда смотрят друг на друга. Пятое место. Знаете, как это — оторвать себя от любимого? Сразу обдает холодом, и воздух мелкими осколками царапает кожу в тех местах, где было так тепло. Оторваться на мгновение для любящего сердца иногда равносильно маленькой смерти. Четвертое место. Забота.
Любить значит заботиться друг о друге. Чангук – любимый доктор Тэхёна. Третье место. Новости. Осенний сезон с новейшим оформлением для кофе от амбассадора Тэхёна для Compose Coffee объявляется открытым. Также сами крышки на стаканах оформлены в форме животных с глазами, носом и ушками. Тэхён в Твиттере 6 лет назад на съемках Бон-Вояжа на Мальте. Просто Тэхён показывает нам свои красивые родинки. То, как Тэхён контролирует свое тело. Лучшие образы Тэхёна во время танцевальных практик. Когда мы вместе, мне кажется, что весь мир только для нас двоих. Хосок полностью оплатил поездку своих сослуживцев. Хосок позаботился о своих сослуживцах, полностью оплатив их поездку. По мере того, как служба Хосока в армии подходит к завершению, продолжают появляться трогательные истории о нем. Недавно фото 9 солдат, держащих баннер, стало горячей темой в различных интернет-сообществах. На баннере было написано «Тренировочный лагерь для сослуживцев сержанта Чон Хосока и 36-го учебного центра «Белого тигра». Полностью спонсирован и поддерживается Хосоком. Кроме того, над фото Хосока изображена цитата «Товарищи солдаты, вы усердно работали. Я угощу вас чем-нибудь, поэтому наслаждайтесь. Поддержка».
Эта история произошла всего через 10 дней после новостей о том, что участник BTS оказал поддержку приюту для бездомных собак в Пусане. Кроме того, Хосок продолжил свою благотворительную деятельность во время службы в армии, пожертвовав 100 миллионов вон, около 75 650 долларов, на оказание чрезвычайной помощи детям, пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии ранее в этом году. В ответ на данные новости нетизены написали следующие комментарии. Он действительно мирового класса, он знает, как тратить деньги, он хорошо выглядит, он прекрасно ладит со служивцами, так круто, я не могу дождаться его демобилизации. Хосок официально завершит обязательную военную службу 17 октября. Сегодня день бойфренда. И когда я слышу бойфренд, только они приходят на ум. Тэйхён достиг пика 100% в Google Worldwide. В настоящее время одна из самых искомых знаменитостей в мире. Тани не отстает от своего папочки и тоже достиг 100% поисковых запросов в Google по всему миру. Смуглая кожа Чангука. История создания песни Stay Alive. Саундтрек был впервые представлен через Нейва Вэтун за несколько дней до официального релиза. Юнги и Чангук объединились, чтобы создать новую драматичную балладу Stay Alive, официальный саундтрек к оригинальному вебтуну от агентства Hype 7 Fates Чакха. Песня, спродюсированная Юнги и исполненная Чангуком, является частью сюжетной линии мультипликационного веб-комикса, в котором рассказывается о миссии 7 участников отомстить за своих любимых. История в стиле городского фэнтези описана как новое толкование Чакхагапса, истории легендарной группы охотников на тигров из династии Чосон. По данным лейбла Hype, новая песня — это дань уважения персонажам истории, которые пытаются выжить в жестоком мире. А ее слова раскрывают искреннее сердце обособленного парня и его послание самому себе и друзьям, которых он встречает в этом злобном мире. Также Hype отметили, что быстрая мелодия с нотками поп-музыки имеет мечтательную, возвышенную энергетику, которая отдает должное истории и атмосфере городского фэнтези, где изображены столкновения между людьми и племенем Бом в продажном мире. Трансляция Юнги. Я работал над песней Stay Alive вместе с Чангуком. Прошло много времени с тех пор, как мы начали работать над ней. Я не был уверен, когда саундтрек выйдет. Поэтому я просто работал над ней, создавал ритм и мелодию. Когда была определена дата релиза, я начал писать текст. Думаю, что начал работать над Stay Alive в США, когда мы прилетели перед концертом в Лос-Анджелесе. Также я работал над ней в самолете. Я написал 2 текста к песням, это Girl of My Dreams и Stay Alive, и приступил к записи сразу же, как только мы прилетели. Поскольку это вебтун, я просмотрел историю, все остальное и прочитал 3 эпизода. И вроде как я думал о разных пост-саундтреках для аниме. Во-первых, Чангук был таким хорошим певцом. Так что трудностей было не так уж и много. Когда я писал песню, я выбирал ключ и куплет. Если я ставил на куплет, то припев получался слишком высоким. А если я ставил на припев, то куплетная часть получалась слишком низкой. Так что мелодия то поднималась, то опускалась, но Чангук так хорошо спел, когда мы ее записывали. Я пробыл в США дольше, и когда Чангук прислал мне записи, я подумал, что все у него получилось очень хорошо.
Поэтому я продолжал слушать ее снова и снова, прежде чем отправить микшированную версию на редактирование. И мне так понравилась эта версия, что мы даже не стали проводить вторую сессию записи. Чангук проделал такую замечательную работу. Он такой талантливый. Да, над этой песней я работал во время съемок In the Soup 2, но мелодия Чангука не вошла в финальную версию саундтрека. Он вообще реальный? Он вообще существует? Поговорим о красоте рук Тэхёна. Цыганские фокусы. Love Me Again с сольного альбома Лэйоува превысила 845 миллионов прослушиваний на Spotify, самый головокружительный сингл. Love Me Again обладает сказочной атмосферой и ритмичным, но в то же время притягательным вокалом Тэхёна. Эта песня передает богатое представление о жанре R&B, который добавляет госпел и джаз к соул-саунду 1970-х, и это не часто встречается кей-поп. Love Me Again — первая и единственная сольная песня в жанре B-сайд в стиле поп, которая за первый год сделала себе имя в мировом чарте Spotify. Прошло более 1 года с момента ее выхода, но она по-прежнему возглавляет мировые чарты Spotify. Американское популярное музыкальное издание Consequence of Sound выбрало Love Me Again как самый ошеломляющий сингл в поп-ежегоднике 2023 за 2023 K-Pop Yearbook. До чего же у Ким Тэхёна исключительная мимика? Такое либо есть у человека, либо нет. Seoul South Korea в Инстаграме. Долгожданный альбом Чангука Golden поступит в продажу на виниле в США с 13 декабря 2024 года. Этот релиз следует за первоначальным запуском альбома и является частью глобального выпуска, который включает более раннюю доступность в других регионах. Он выйдет в Корее 8 ноября 2024 года, а в Японии 18 ноября 2024 года. Поклонники могут рассчитывать на предварительный заказ винила, который уже вызвал значительный ажиотаж, о чем свидетельствует его быстрая распродажа на различных платформах электронной коммерции вскоре после открытия предварительных заказов. Альбом отражает творческий путь Чангука и вдохновлен его золотыми моментами, что делает его предметом коллекционирования как для поклонников, так и для любителей музыки.
Тот факт, что Чангук, находясь в команде противника Тэхёна, все равно помогал ему, не оставляет больше ни единого вопроса. Ножки Чангука занимают почетное первое место в конкурсе милоты. Чангук, я все свое ношу исключительно при себе, так что отдавай. Тэхён буквально мой. Пример того, что сколько бы вам ни было лет, в душе каждого из нас есть такой ребенок. А что говорить? Мы все под этим каблуком. Чангука кто-нибудь сможет успокоить? Фото Чангука и Тэхёна, которые ощущаются на другом уровне. Что за одержимость делать отжимания в самых рандомных местах, умоляю.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Ну до чего же он шикарный. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 А что это мы там прячем? Я не могу плакать один. Спешу напомнить, что вот эти милые щечки Чангук трогает каждый день. Чангук покрылся мурашками после того, как Тэхён поцеловал его в шею. Высчитываем процент возможности не приклеиться друг к другу на интервью. Время идет, а я все еще не могу поверить в тот факт, что все эти фото были сделаны на одном стульчике. Они выглядят настолько уютно и по-домашнему, что мне хочется оставить их наедине. Одна вещь про Чангука. Делают вид, будто не видят эти брачные игры каждый день. Этот Чангук.
Взгляд Тэхёна ярче новогодних бенгальских огней. Фото, которые вне контекста, вынуждают мой мозг отказать функционировать. Второе место. Это так интимно. Ну давайте не при всех же, ну. Что-то невероятно очевидное для того, чтобы объяснять. Первое место. Чангук мог хотя бы сделать вид, будто на муху, пролетающую мимо, отвлекся. Ну. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.